Всем привет, меня зовут Василя. В этом мастер-классе свяжем снуд в 2 оборота. Вязала я его из пряжи Ализа Суперлана Миди. Здесь у нас в 100 граммах идет 170 метров, 75% акрил, 25% шерсти. Цвет данной пряжи 522. На данный снуд у меня ушло 2 мотка пряжи. Также нам понадобится крючок номер 7. Из такой же пряжи я вязала шапку. Мастер-класс также есть у меня на канале. Я оставлю ссылку здесь и также в описании. Узор здесь легкий. Он называется рис. Такой снуд спокойно свяжет новичок. Размеры снуда 25 сантиметров на 110. То есть длина всего снуда 110 сантиметров. Вы сможете связать снуд любого размера. Ширина здесь регулируется набором воздушных петель. И затем вы вяжете ряды на необходимую длину. Для данного узора я набирала четное количество петель. И я набирала 42 воздушные петли. Сейчас я на примере покажу, как вязать данный узор. Он у нас двухсторонний. И также я покажу, как сшить снуд. Для узора нам необходимо набрать четное количество петель. Для снуда я набирала 42 воздушные петли. Сейчас я для примера наберу также четное количество петель, 12 воздушных петель. Делаем петельку, вводим крючок, вытянули петлю, ниточку затянули и набираем 12 воздушных петель. Вот я набрала 12 воздушных петель, можно пересчитать, вот она первая идет, и 12 петля, вот она. На крючке петелька она не считается. Далее мы провязываем во вторую петлю от крючка, провязываем столбик без накида. Далее делаем одну воздушную петлю, пропускаем одну петельку, в следующую провязываем также столбик без накида. Снова одна воздушная петля, пропускаем в следующую столбик без накида. И таким образом довязываем до конца. Ряд у нас закончится столбиком без накида. Вот я провязала первый ряд. В первом ряду у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков без накида. И в каждом ряду у нас должно быть всегда по 6 столбиков без накида. Далее переходим ко второму ряду. В конце всегда делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и здесь находим петельку, где мы провязывали воздушную петлю. Вот у нас идет здесь столбик. Вот сюда вот мы провязываем столбик без накида. Далее делаем одну воздушную петлю, находим следующую. Вот получается столбик мы пропускаем и провязываем вот сюда, где мы провязывали воздушные петли. Далее снова воздушная петля, пропустили столбик, вот в это отверстие провязываем столбик без накида. И так провязываем до конца. Вот провязываем в последнее отверстие столбик без накида, делаем воздушную петлю и в конце обязательно необходимо провязать вот эту петельку. Она находится как бы сбоку под наклоном, но ее необходимо нам провязать сюда столбик без накида. И снова можно пересчитать. Вот у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. Снова делаем одну воздушную петлю, перевернули. Также у нас узор повторяется. Вводим в самую первую петельку, где у нас была воздушная петля, и провязываем столбик. Воздушная петля, столбик пропустили, также провязываем до конца. И в конце опять же не забываем крайнюю петлю. Вот у нас столбик, и вот в эту крайнюю петлю
провязываем столбик без накида, снова воздушная петля, и все у нас повторяется. Вот таким образом вяжется данный узор. Если вы будете провязывать снуд шириной, как у меня, здесь я, как сказала уже, я набирала 42 воздушные петли, и в ряду у меня получилось 21 столбик. Таким образом провязываем необходимую длину. Вот как довязали до конца, оставляете кончик нити для сшивания. Вот у нас последняя наша петля. Сюда мы кончик нити продеваем, вытягиваем полностью и затягиваем данную петлю. Теперь продеваем кончик нити в иглу. Здесь у нас нет лицевой и изнаночной стороны. Рисунок у нас с обоих сторон одинаковый, поэтому здесь без разницы, как вы его сложите. Складываем пополам, и здесь мы захватываем петли с одной стороны. И также с этой стороны получается мы вводим, здесь мы на себя вводим иглу. Находим с этой стороны следующую петельку от себя. Здесь на себя заводим. От себя и так далее. Прошиваем до конца. Все, я вот прошила до конца. Вот так вот выглядит шов с этой стороны. И вот с этой. Он практически не заметен. Все, здесь в конце ниточку мы просто под петельки прячем. Вот такой у нас получился красивый снуд. Надеюсь, вам все было понятно. Переходите также на мой канал во вкладку плейлисты, и там вы увидите много других мастер-классов.